Третий раз в Санкт-Петербурге прошла летняя школа ренессансной музыки. Практический мастер-класс для тех, кто занимается музыкой этой эпохи и хотел разобраться в ней глубже. Цель этой школы не просто познакомить музыкантов с репертуаром и личным взглядом на то, как эту музыку следует исполнять, а погрузить в систему координат ее авторов и первых исполнителей, таким образом позволить каждому составить собственное мнение и научиться искать свой путь внутри этой системы. В наше время мы, исполнители, теряем восприятие музыки как в первую очередь звучащего искусства. Мы слишком сильно полагаемся на значки на бумаге и учимся сначала интерпретировать то, что мы видим, а не реагировать на то, что мы слышим. Это абсолютно противоестественно для ранней музыки. До 18 века музыканты вначале учились повторять все, что они слышат, и запоминать это. А потом, на выученные на слух мелодии, они учились импровизировать второй, третий, четвертый голоса и только потом учились читать ноты. Это подобно тому, как мы учим родной язык. Сначала повторяем слова за родителями и взрослыми, потом учимся складывать из них собственные предложения, и только потом читаем и пишем. Чтобы понять музыку Ренессанса, нужно перестроить наше письменное мышление в устное. Как мы это делали? Через импровизацию. Каждый год расписание строится похожим образом. Первые 2 часа мы занимаемся контрапунто alla mente, полифонической импровизацией. Мы изучаем определенные техники, импровизационные модели, и из теоретического знания делаем контрапункт навыкам, умениям. Большинство того, что звучало в 15-16 веках, исполнялось не по нотам, а импровизировалось, и эти модели были родным языком для всех. Из этих шаблонов состоят и дошедшие до нас записанные сочинения. Опыт такой импровизации, во-первых, помогает нам оторваться от ноты и научиться сочинять на слух в голове, а потом позволяет увидеть эти же шаблоны в записанных сочинениях. На школе для начинающих мы брали простые мелодии и импровизировали на них. С опытными в этом деле студентами мы брали тенор из песни и импровизировали на него. Так мы железно запоминали сам тенор, главный голос пьесы, с одной стороны, а с другой, играя позже по манускрипту остальные голоса, обнаруживали, где эти голоса были сочинены по шаблону, по какой-то технике, а где совсем другим способом. Для меня больше всего интересна техника коллективной полифонической импровизации. Интересно в ней работать, интересно сразу петь, и интересно понимать, как устроено произведение, когда ты знаешь вот эти вот шаблоны техник, которые были в то время. И потрясающе то, что когда ты понимаешь, как это все строилось и как это все сочинялось, совсем по-другому играют партитуры Возрождения. И если их анализировать с позиции сегодняшнего музыкознания, с позиции классической гармонии, то это совсем неправильно и совсем непонятно. И когда ты понимаешь, как это все устроено было в то время, ты по-другому поешь. Нотации эпохи Ренессанса – это другой способ мышления. Как в орфографии того времени одно и то же слово могло быть записано разным способом, так и в музыке. Одно и то же звучание могло быть записано разными знаками, и один и тот же знак мог обозначать разное по звучанию. Это кажется нам сейчас непрактичным, вместе с отсутствием тактовых черточек и обычаем писать голоса в отдельных частях страницы. Но исполнение музыки Ренессанса по его оригинальной нотации включает иные механизмы восприятия и заставляет иначе слышать эту музыку, показывая и подсказывая средства выразительности, которые возможны в определенной ситуации, и заодно показывая те, которые невозможны. Там, в этой нотации нет тактовых черточек. То есть, значит, они были им не нужны. Да? Они это воспринимали иначе, они мыслили там ячейками, допустим, по 3 доли там, или по 2. И не было партитуры, все голоса записывались отдельно. Это значит, что в основном музыку воспринимали на слух, слушали друг друга. Не было такого визуального восприятия, как сейчас у нас, но у тех, у кого такое классическое музыкальное образование, музыкальная школа. Если ансамбль поет по манускриптам, то исполнители ориентируются не на вертикаль и метрическую сетку, как мы привыкли в работе с партитурами, а на движение мелодии, ее формулы и ладовые тяготения. Единственное, что вы можете сделать, это как можно рельефнее выделить дыхание мелодии, поскольку другой информации у вас нет. Со стороны результат слышится иначе, поскольку гармоническая вертикаль воспринимается как нечто случайное и второстепенное.
Не отрываясь от практики, мы изучали необходимый теоретический лексикон. Как работает лад с его финалисом и реперкуссами, как устроены и о чем нам говорят каденции, как работает сальмизация и музыка фикта, а также более глубокие настройки форм, жанров и взаимосвязи музыки и текста. И с самого утра мы открываем манускрипт и начинаем его читать. В смысле петь или играть на своих инструментах. И это сразу погружает в эпоху без лишних раскачиваний, без лишних теорий, без лишних вступительных слов. И это намного ярче и намного убедительнее, чем если бы это были лекции. Еще интересно, Константин всегда делает так, что правила, нотации или какие-то информацию какую-то об исторических жанрах он дает прямо по ходу разбора произведения. И она лучше откладывается и лучше понимается, потому что сразу это практикуется, сразу это выполняется голосом. Было очень интересно наблюдать, как текст взаимодействует с музыкой на всех уровнях. От формальной поэтической метрики с ее акцентами и цезурами до обыгрывания художественных приемов и передачи оттенков смысла. В этом году в школе впервые принимала участие как педагог Алина Звонарева, лингвист, специалист по романским языкам, которая помогала нам разобраться с текстами, начиная с правильного произношения и понимания смысла и игры слов, до того, как текст устроен поэтически, как устроен его размер, где в строке находятся цезуры и акценты, и как они влияют на смысл, какую мелодику это задает, и мы наблюдали, как эта мелодика, как эти цезуры и смыслы спаяны с музыкой. Всем привет, меня зовут Янина, и этим летом я участвовала в летней школе Ренессанса Константина Щенникова-Архарова. Мы провели 4 интенсивных дня в работе с различными манускриптами, и нам объясняли, как расшифровывать их, как их читать, особенности нотации, и это был очень интересный опыт. Даже в какой-то момент захотелось сделать свой ансамбль ренессансной музыки, погрузиться больше в старинную музыку. Хотя до этого я не была погружена в материал и как-то так немножко даже скептически относилась к этой эпохе. Но благодаря Константину как раз получилось какие-то для себя открыть новые вещи, новые грани. И увидеть, что в музыке Ренессанса, так же как в музыке барокко, так же как в других музыкальных стилях, есть место и исполнительской свободе, свободе самовыражения, и это очень интересный, огромный, новый для меня пласт. Меня зовут Владислав Вусик, и с 30 июня по 3 июля я был активным участником летней школы Ренессанса для начинающих. В первую очередь хочу отметить, насколько интенсивным и познавательным оказался этот 4-дневный курс. Мы изучали контрапунто алименте, нотацию, коснулись текста музыкальных жанров Возрождения, изучали форму и строение ренессансных песен разных стран. И все это с большим количеством практики. Естественно, усвоение такого большого объема информации в столь сжатые сроки было бы невозможно без грамотной подачи. Мало того, что курс был оснащен технически, у нас были проектор, доска, печатные материалы для каждого участника, лекции курса были построены последовательно, от простого к сложному. Так еще и автор и лектор курса Константин рассказывает максимально интересно и настолько доступно, что, мне кажется, понять смогут даже те, кто с явлениями старинной музыки не знаком или только начал знакомиться.
Сам я занимаюсь старинной музыкой не так давно, и до этого все мои знания в этой сфере были ограничены слуховым опытом и чтением литературы. За эти 4 дня многие мои знания были упорядочены и разложены по полочкам полностью. За это большое спасибо Константину, который всегда был рад ответить на дополнительные вопросы. И, кстати, не только в отношении тем курса, но и вообще ренессансной музыки и практики ее исполнения в целом. Очень понравилось, что мы разбирали вокальную музыку в непосредственной связи с текстом, за что большое спасибо Алине Звонаревой, специалисту по истории романских языков, которая также присутствовала на занятиях. В общем, можно еще долго рассказывать о пользе курса или о его прекрасной атмосфере, которая определенно сплотила всех участников. Однозначно рекомендую как тем, кто хочет познакомиться с музыкой этой эпохи, так и тем, кто что-то уже знает, но не уверен в верности и точности своих знаний. Также нужно сказать спасибо Центру Иглерио за теплый прием. Я хотела бы поблагодарить Константина и школу старинной музыки за поистине невероятный, уникальный опыт участия в летней школе ренессансной музыки. Для меня это было потрясающее событие. Я давно мечтала попасть в летнюю школу, и когда в этом году мне это удалось, я была счастлива и записалась на 2 ступени для начинающих и для продолжающих. И могу сказать, что это невероятный опыт, и опыт развития, опыт совершенствования тебя как вокалиста, как музыканта, как исполнителя. И каждый раз, когда ты держишь в руке оригинальный манускрипт ренессансной мелодии и уже вскоре сможешь ее исполнить, не прибегая к расшифровке, тебя это зажигает, тебя это мотивирует, и тебя это развивает. И, конечно, я очень благодарна Алине Звонаревой, замечательному лингвисту, профессионалу своего дела, человеку, который из дня в день помогал нам расшифровывать старинные тексты на итальянском и на французском. Дюфаи и других замечательных композиторов. Благодарю за это единство музыки и слова. Я очень благодарна летней школе. Спасибо.